Всем привет! Меня зовут Юлия, и вы находитесь на моем канале о вязании. В этом влоге я вам расскажу, что нового я связала за месяц, а также расскажу о мастер-классах, которые выходили у меня на канале, и о заказах из Америки. Мой вязальный месяц начался с заказа на довольно интересную игрушку. Мне заказали сову, и заказчик полностью доверился мне и сказал, что я могу связать вообще любую сову. Я выбрала плюшевую пряжу и сделала сове голову на шарнирах, чтобы она ее могла поворачивать на 360 градусов. Шарнир я сделала из картона и пуговиц. Подойдет любой плотный картон. Две пуговицы натягиваются с помощью нитей. С этой стороны затягиваются узелком. Раньше я делала кое-что похожее. Я использовала вместо пуговиц болт и гайку, но с пуговицами, мне кажется, намного лучше. Вес у игрушки будет немножко меньше. Это у меня будет сова, у нее будет поворачиваться голова. Я сделала ей пушистые ушки, не знаю, как это правильно назвать у сов. У нее есть хвостик, ножки, крылышки, все как положено. Мне кажется, получилось довольно мило. Схему на сову я нашла в интернете, она в открытом доступе. Но схема не подойдет новичкам, она довольно сложная. Чтобы понять, что там вообще происходит, нужно хорошо разбираться в схемах. Если кому-то нужна схема на сову, пишите мне в Инстаграм, я вам скину ее в картинках. Затем мне заказали фруктового медвежонка. Я уже вязала несколько таких медвежат. И хотела сделать мастер-класс, но ближе к лету. Мне кажется, он выглядит довольно летним, он похож на какой-то фрукт, на яблочко или клубничку. И я хотела сделать мастер-класс поближе к лету. Но решила, что раз мне его уже заказали, почему бы и не сделать. Так что мастер-класс уже доступен на моем канале. Продолжая о плюшевой пряже, мне заказали милую квокку. Кто не знает, это животное, немножко похожее на что-то среднее между кенгуру и каким-то грызуном. И я его связала. Вязала я его без схемы. Схему придумывала просто на ходу, перевязывала ему тело несколько раз, чтобы выглядело все это нормально. Мне кажется, получилось довольно мило. И снова плюшевая пряжа. На этот раз лисичка Я и Мико. Я давно хотела связать ее. Еще когда я ее только увидела в каком-то из видео, точно не помню в каком. Если найду, я отрывок вставлю. Она очень милая, и я очень хотела ее связать. Я сделала на нее мастер-класс. А также в этом мастер-классе я показала, как оформлять ее именно в стиле, похожей на Я и Мико. Я сделала ей пух на ушках, сделала ей белые бровки и сделала сережки. И она теперь сидит в корзинке сзади меня, и я все время на нее смотрю. Немного отойдем от темы вязания. В прошлом месяце я начала обустроивать себе место для пряжи и сделала вот такие вот стеллажи. Я выкладывала их в сторис, и меня спрашивали довольно часто, откуда вот эти вот коробочки с ячейками. Это коробочки от лампочек, которые я разобрала, и из одной коробочки для лампочек получается 2 стеллажа. А коробочки от лампочек я попросила на почте. Там сейчас старые лампочки меняют на новые совершенно бесплатно, и новые лампочки им приходят в вот таких вот ячейках. И коробочки им потом не нужны, так что я попросила забрать их. Это не все стеллажи, которые у меня будут. Вот еще сколько у меня этих картоночек. Так что я буду делать еще стеллажи и заставлю, наверное, до потолка. Кроме мастер-класса на лисичку и фруктового медвежонка, у меня еще вышли мастер-классы на вот этих вот милашек. Это красная панда и волчонок. У красной панды полностью подвижные конечности. Они сделаны на нитяном креплении. Идеи вязать для мастер-классов панду и волчонка не мои. Мне их предложили в комментариях в Инстаграм, в личку, в Телеграме в комментариях и в комментариях на Ютубе. Так что вы можете просить меня сделать мастер-класс на какую-то конкретную игрушку. Меня уже просили сделать мастер-класс на свинку и на ослика, так что они тоже скоро будут. А еще у меня выходил мастер-класс на милую коалу вместе с персиком. Я показываю, как ее вязать, как вязать персик. Можно вязать ее также из плюшевой пряжи, не обязательно использовать акрил или хлопок, можно вязать из плюшевой. У коалы я сверху сделала волосики, чтобы замаскировать крепление для брелка, потому что если его не замаскировать, оно вот так вот оттягивается со временем и выглядит не очень красиво. А тут у коалы как раз волосики, и его не видно. Я еще хотела сказать большое спасибо всем, кто посмотрел мой прошлый влог. Он уже набрал больше 1000 просмотров, я вообще не ожидала такого, так что всем огромное спасибо. Еще в прошлом влоге я рассказывала, что я связала целую корзину аксолотлей.
И еще я рассказывала, что у меня чаще всего покупают розовых и голубых. И как вы можете заметить, розового аксолотля уже нет, его уже купили. А аксолотли необычных цветов пока не купили, они все в наличии. Вот этого малыша у меня заказали в таком цвете. Кроме того, что мне предлагали связать каких-то конкретных зверят, мне еще предлагали сделать видео обо всех игрушках, которые у меня есть в наличии. Но я думала сделать его ближе к концу года, вроде как подведение итогов. Я покажу все, что у меня осталось, не продалось за этот год. У меня сейчас не так уж и много в наличии игрушек. В основном я вяжу на заказ. И в наличии у меня только то, что тут, не знаю, насколько видно, и в корзинке. И все, больше в наличии игрушек нет. В моем инстаграме есть подборка в наличии, где можно посмотреть все игрушки, которые у меня есть. Но там их не так уж и много. Еще хочу чуть-чуть рассказать об обновках. Во-первых, я повесила календарик, чтобы следить за выходом видео. Хочу выкладывать как минимум один мастер-класс в неделю. Мне кажется, это довольно удобный график, потому что я успеваю и связать заказы, и сделать мастер-класс. И для вас, мне кажется, это будет довольно удобно. Я наконец-то дождалась, когда мне придет счетчик рядов. Было очень неудобно вязать без него, и я очень рада, что он наконец-то пришел. Мне кажется, он шел с Алиэкспресса больше месяца. Еще я заказала очень много плюшевой пряжи. И больше всего белой. Я заказала ее много белой, потому что у меня начали заказывать много плюшевых бафометов, именно белого цвета. В основном у меня заказывают с черными рожками и черной пентаграммой, но одного у меня заказали с красной пентаграммой. Мне кажется, с красной выглядит довольно необычно и ему подходит. И еще из заказов у меня заказали геккона, на этот раз в другой расцветке. Я их вяжу белым цветом, а потом просто разукрашиваю вот такими вот фломастерами, самыми обычными. Еще у меня заказали одну аниме-девочку. Ее вроде бы зовут Кирина Косака, я могу ошибаться, потому что я не знаю, как произносится правильно ее имя. И вместе с Кириной у меня забрали Star Butterfly, которая лежала у меня больше, чем полгода. Я связала ее месяцев 8 назад, и она у меня так долго пролежала. Ее никто не покупал, видимо, из-за того, что цена была довольно большой. Но в комплект вместе со Star входил еще и щенок ее, и волшебная палочка, и сумочка. Это была довольно проработанная игрушка, так что и цена на нее была соответствующей. Еще у меня заказали ктулху. Идея ктулху у меня появилась очень давно, но у меня не было зеленой пряжи, поэтому я связала его в синем цвете. И потом почему-то у меня заказывали его только в синем цвете. В зеленом цвете у меня не заказывали ни разу, хотя ктулху вроде как должен быть зеленым как раз, а не синим. Но я очень рада, что мне написал человек, что он хочет заказать именно зеленого ктулху, наконец-то. И я наконец-то воплотила свою идею спустя несколько лет. Я на самом деле очень благодарна этому человеку. И он же, кстати, и заказал у меня плюшевого бафомета с красной пентаграммой вместе с ктулху. И еще самая главная новость у меня в этом месяце. У меня был первый заказ из Америки. Я не думала, что это когда-то со мной произойдет. Я не знала, каким бы образом меня могли найти люди из Америки, но он каким-то образом нашел. И заказал у меня сразу 3 игрушки. Первая игрушка – это аксолотль в желтом цвете и с розовыми рожками. Вторая игрушка – это бафомет, но он в разобранном состоянии, вот в таком. Все готово, но нужно просто это пришить. И третья игрушка – это малыш Тоторо. Я уже вязала таких 2 вроде бы брелочка, и у меня заказали еще одного. Он уже почти готов. Ему осталось пришить ручки и связать листик на голову. И кроме этого одного человека, у меня еще несколько человек из Америки, 4, интересовались, как у меня можно заказать игрушку, сколько будет стоить доставка, как долго идет посылка. В общем, мне кажется, это не последний мой заказ в Америку. Мне даже ради такого пришлось завести PayPal. Хорошо, что он в Украине теперь работает. Если бы он не работал, я не знаю, как бы я смогла получать деньги. И еще я хочу немножко рассказать про свой телеграм-канал. В нем я выкладываю схемы совершенно бесплатно. И сделала там очень удобную навигацию. Можно нажать на хэштег и просмотреть все публикации по этому хэштегу. Хэштеги есть как общие, например, животные или растения, видеоигры, так и есть более
узконаправленные хэштеги, например, конкретное какое-то животное, например, там собака, и вы можете просмотреть только собак, или вы можете нажать на хэштег «животные» и просмотреть схемы по всем животным. В общем, переходите, подписывайтесь. Мне кажется, это очень удобно. Я ни разу такого не видела ни в каком телеграм-канале со схемами. Еще небольшой анонс. Я тут начала вязать ламу из Майнкрафта. Внезапно. Но связала пока только... Это будет мордочка. Вот, в принципе, и все, что я связала. Вяжу ее не квадратную, как вы можете заметить, а кругленькую. И еще хочу связать для нее торговца, погонщика, не знаю, как он правильно называется. В общем, персонажа, который ходит вместе с этой ламой и продает всякие вещи. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих мастер-классах или влогах. Всем пока!